Родилась я на юге Украины, в обычной, ничем не выдающейся семье в Снегиревке, Николаевской области. Это небольшой городок с населением около 13 тысяч человек, 4 школами, большим, но старым стадионом, поликлиникой и остатками нескольких фабрик и заводов, работавших во времена Советского Союза. Когда мне было 5 лет, в этой же Снегиревке мир увидел мой брат Георгий, Жорик. Его появление стало не только причиной моей радости, но и первых серьезных вопросов, которые меня не на шутку разволновали и которые и сегодня продолжают волновать других детей. «Где вы его взяли?» – спрашивала я у мамы. «Купили», – отвечала она. «Где?» – интересовалась я. «В магазине». «В каком магазине? В Снегиревке?» – настаивала я. Но мама отшучивалась, не отвечая. «Значит, не купили», – думала я. «Мама, ну скажи, ну пожалуйста, скажи». «Из животика достали», – отвечала мама. «Из животика?» – удивленно переспрашивала я. «А как же он туда попал? Тогда у тебя должен остаться след. Покажи живот». Мама затягивала с ответом, так и не рассказав мне правду, но живот ей пришлось показать. Шрама не было. «А где след?» – удивленно спросила я. «Нету», – ответила мама. «А где же он?» В моей детской голове не укладывалось, как из ниоткуда мог появиться живой человек такого размера и оказаться в животе другого. Сколько он там просидел, что кушал и пил, что делал там, почему раньше не хотел выходить или не остался там надольше. Тем более не верилось, что кто-то его мог продать. Откуда он тогда появился у продавцов? И как такое может быть, что купили у чужих, а говорят, что похож на нас? Я чувствовала, что-то важное от меня скрывают. Оставалось узнать, что, потому что вопросы лишь накапливались. «Мам, а ты как появилась?» «Родилась у твоих бабушки и дедушки». «А они как?» «И они родились, у них тоже были родители». «Были?» «Да, умерли уже». «А как это умерли?» Не переставала я спрашивать. «Состарились и умерли». Было непонятно, что с ними случилось и почему они не дождались, чтобы с нами познакомиться. А откуда появились они? И у них были родители. А их родители тоже родились? Да, все, хватит вопросов, нервничала мама. Мне просто интересно, как вообще все появились. С чего же это все началось? Наша семья придерживалась христианских традиций. Придерживалась, конечно, это громко сказано, потому что соблюдением взрослые считали визиты в церковь раз в год, похороны по христианским правилам и наличие в доме нескольких икон. Мне кажется, дома о духовности не говорили. Иногда только я слышала, что существуют рай и ад, про Иисуса и Марию, что он ее сын и что она была святой, но это было точно не в виде понятных рассказов. Чтобы не отвечать на мои вопросы, мама несколько раз приносила с городской библиотеки книгу под названием «Библия для детей», советуя всю информацию искать в ней. Я послушно читала, но ответов, которые меня бы успокоили, не нашла. А все, что запомнила – змею на яблочном дереве, всемирный потоп, первые люди Адам и Ева, а также что Каин убил Авеля. Мне было очень обидно, что брат так поступил с братом. Помню, спрашивала у мамы, а Иисус действительно был? Она говорила, что да, но много рассказать не могла, не знала. Люди вокруг говорили также, что Иисуса распяли, и именно поэтому символ христианства – человек, висящий на кресте. Его целуют, носят на себе и с ним разговаривают. Лицо этого человека на разных крестах, иконах и рисунках было не одинаковым. Я еще думала, как такое может быть? И откуда они срисовали? И если изображения отличаются, потому что это всего лишь фантазии, то зачем обманывать? Или если не сохранился его портрет, то зачем придумывать? А еще разные родственники по-разному говорили. Например, называли Иисуса сыном Бога, Богом или вообще три в одном, и сыном, и отцом, и духом. Мне казалось, они сами путались, особенно пытаясь как-то все это объяснить. И чем больше они рассказывали, тем больше у меня возникало вопросов. Со временем вопросы никуда не девались, а размышления становились глубже. Я слышала, говорили, что якобы что-то когда-то взорвалось, и так появилось все, что мы видим. Но возникал тогда вопрос, а откуда взялось то, что потом, как говорят, взорвалось? И почему такое разнообразие всего появилось? Как оно все существует сегодня? Как миллионам животных, которые каждый день кушают, хватает еды, и она не заканчивается?
Как там над нами держатся звезды, луна, солнце? Почему солнце никогда не появляется внезапно ночью или не двигается иногда в другую сторону? Почему говорят, что тучи появляются от испарения воды, но дома, сколько бы кастрюль воды не выкипело, никогда не бывает туч? Почему бьется сердце и почему вдруг может остановиться, и потом его уже не завести? Если кровать сделана из дерева, то из чего сделано дерево и как это появилось? В общем, вопросов в детстве у меня было очень много, а когда я выросла, меня отвлекла суета, рутина и мечты, которые перетянули на себя все мое время. Я привыкла к миру, в котором живу, воспринимала все как должное, перестав удивляться и размышлять, как в детстве. Соседи. Лет так до 6 моих мы жили в Снегиревке. Папа работал стоматологом, а мама – доктором в железнодорожном медпункте. Жили мы в квартире на первом этаже двухэтажного дома, в Сталинке или Хрущевке. В нашем подъезде было 6 квартир, в 4 из которых жили чьи-то бабушки и дедушки. Мы были дружными, знали, кого и как зовут, здоровались всегда, угощали друг друга. Над нами проживала пожилая пара – тетя Надя и дядя Коля. Хоть они мне годились в бабушку и дедушку, но я обращалась к ним так, как и моя мама – тетя и дядя. Дядя Коля – спокойный и приятный мужчина, настоящий хозяин. Все ремонтные дела у себя дома он выполнял самостоятельно. А еще, почти напротив подъезда, он переделал свой гараж в кухню, в которой летом можно было приготовить покушать и даже подремать. Такая себе мини-дача рядом с квартирой. Для нас, детей, это было высшим пилотажем. Он также выращивал виноград перед нашим домом, прутья которого со временем обвили арку, превратив вход в подъезд в просторный зеленый шалаш. Дядя Коля сторожил виноград из окна, ругая тех, кто без разрешения рвали грозди, но осенью, помню, он угощал детей. Тетя Надя его любила и им заметно гордилась. А вот тетю Надю во дворе побаивались даже взрослые. Она из тех женщин, которые любят порядок, чистоту и не только соблюдают это сами, но и требуют от других. И хотя тогда таких должностей не было, но мы ее считали начальником дома. Она агитировала народ ремонтировать крышу, заметать двор, а мыть подъезд строго по очереди. Запрещала также детям рвать цветы на клумбах, а разных наглецов наказывала как могла. Меня она тоже ругала, не помню уже за что, но и любила. В Снегиревке тогда работал хлебный завод, и тот, кто не хотел ждать, пока выпечку доставят в магазины, ехал на завод. Тетя Надя добиралась на велосипеде и из разрешения родителей брала и меня с собой. Прокатиться на велосипеде с тетей, которые во дворе боятся, да еще и по ее приглашению, вот это было приключение. Далее раздел «Отец». Квартиру эту мы не выбирали, она досталась папе от его родителей, которые когда-то приехали жить в Снегиревку из города Теберда, Карачаево-Черкесской республики. Со временем семья папы, кроме него самого, он остался в Украине, вернулась на Кавказ. Мой папа осетин по национальности. В его семье, кроме него, было еще 2 детей. Его брат-двойняшка Георгий, Жора, и младшая сестра Диана. Чтобы описать всех несколькими словами, папа использовал словосочетание порода гончих, потому что высокие, стройные и без лишнего веса. Папин брат красивый, высокий, заметный, работал стоматологом и горнолыжным инструктором на Домбае. Папина сестра, девушка еще той кавказской закалки, выросла порядочной, лишних бесед ни с кем не вела и была требовательна к себе, реализовалась, как и братья, в стоматологии. Мы не очень поддерживали связь с папиными родственниками. Иногда звонили бабушке, но это случалось нечасто. Мобильных телефонов тогда еще не было, а по стационарному – дорого. Помню, отправляли телеграммы и мои письма с открытками. Все. Но я гордилась папиными родственниками, потому что они живут в горах. А там, как мне было известно, народы свободолюбивые, справедливые и строгие в воспитании. Я также была наслышана, что там текут бурные реки, растут мандарины на перевалах и много лесных орехов, а еще, что с гор к людям во дворы спускаются медведи. Такие истории впечатляли, особенно если ты видел мандарины только на рынке, а медведей по телевизору. «Любимый напиток Кока-Кола», читал папа анкету друзей, которую я заполняла в детстве. «Вот на Кавказе она прям из-под земли бьет», сказал отец, имея в виду нарзан, лечебно-столовую природную питьевую минеральную воду. «Правда?» – спросила я. «Да». «И можно пить сколько хочешь?» «Да, и с собой можно набирать», – сказал отец.
Вот это да, восхищалась я. Когда мы туда поедем, я буду пить очень-очень много и еще с собой возьму. Отец, могу сказать, был строгим воспитателем. Если он куда-то и отпускал, то обязательно с условиями, которых нужно было придерживаться на 100%, на конкретное время, в конкретное место, с детьми, родителям которых он мог позвонить, без мальчишек и, конечно же, с условием вернуться домой без опоздания. Несмотря на непонятную мне строгость, я его все равно очень любила. Папин характер, а также рост нравился всем, кого я знала. Выше, чем 1,90 м, но ниже, чем 2. Стройный, походка уверенная, волосы черные, глаза синие, длинные ресницы, черные брови. У папы было хорошее чувство юмора. По крайней мере, нам, детям, его шутки очень нравились. «Пап, а что ты готовишь?» – спросила однажды я, увидев его у плиты. Протянул вкусно папа, – «это одно суперблюдо». «Какое? Котлеты?» – уточнила я, увидев на сковороде что-то похожее. «Не просто котлеты, а особенные», – интриговал отец. «Чем особенные?» «Никогда не угадаете, из чего сделаны». «Мясо?» «Нет, это другие котлеты. Называются котлеты папа жарил». «Папа жарил? А что это за котлеты? Я таких не пробовала». И тут я поняла. Котлеты папа жарил. Это же папа жарил котлеты. И я рассмеялась. Ему тоже было смешно. Сами знаете, сложно не улыбнуться, когда рядом вовсю хохочет ребенок. Котлеты оказались и правда очень вкусными. Они были приготовлены с орехов. «Дети!» – однажды обратился к нам папа, когда мы пришли со школы. «Переодевайтесь, мойте руки и будем кушать». «А что кушать?» – спросила я. «Яйца». Папа, я не хочу яйца». «Вы еще таких не ели. Это яйца, жареные по-египетски». «По-египетски?» – переспросила заинтересованная я. «Да», – кивнул отец. Как оказалось, яйца были обычные, просто папа к нам подход искал, а нам это очень нравилось. Когда он говорил загадочное название, это казалось чем-то иностранным, как по телевизору, и мы спешили попробовать, даже если не хотели. Следующий раздел – вино и хлеб. Мы часто переезжали. Переезжали мы не так, как семьи военных. У них переезды связаны с получением новой работы, а наши скорее с отсутствием стабильности. Что ж, периодически наша семья вынуждена делилась на две части. Папу, который оставался жить на юге Украины, и маму с нами, которая уезжала к своим родителям в Винницкое село. Перед тем, как я должна была пойти в первый класс, мама отвезла нас в село, где сама осталась работать фельдшером. Село это Довгополовка. Маленькое, с населением около 500 человек, сейчас может и меньше. Располагается на холмах в окружении полей, лесов, оврагов, небольших прудов, озер и реки Южный Буг. Красиво, в общем. Мама моя украинка, добродушная женщина. Высокая, русые волосы, синие глаза. По образованию фельдшер-акушер. Она всегда старалась помочь людям, иногда в ущерб себе, но повторяя нам, что нельзя жадничать, нужно быть добрыми, честными и справедливыми. Когда дома было что-то вкусное, она делила это на много частей, и я ходила угощать соседей. Пожилым людям мама нравилась. Бабули улыбались, видя маму, и любили ее еще и потому, что, будучи фельдшером, если какой-то бабушке Марусе темной ночью в другом конце села ставало плохо, мама пешком или на велосипеде отправлялась на помощь. В этом селе я увидела, что такое церковь, и начала туда ходить, как представитель от нашей семьи. Мне было лет 8. Понимаете, в маленьком селе обычно все друг друга знают и друг о друге говорят. Если какая-то семья вообще не ходила в церковь, то это за спиной обсуждалось, но так, что разговоры доходили до адресата. И кого таким образом удавалось пристыдить, тот обычно хоть и редко, но кого-то от семьи делегировал. У нас, как я уже упомянула, эта роль досталась мне. Церковь в этом селе была одна, ее построили прямо у входа в кладбище. Помню, стояла я внутри и рассматривала изображения незнакомых мне людей на стенах и потолке. Все было разрисовано яркими красками. На одном рисунке юноша опустился на колено перед мужчиной, сидевшим на деревянном кресле, на другом люди в тучах. Много было также портретов в рамочках, которые крепко зацеловывали местные бабушки. Наблюдая за всем этим, я слушала, как поют женщины, и пыталась понять, о чем, но не получалось. В тот день бабушка и мама отправили меня туда из-за какого-то христианского праздника. Хоть меня дома и выбрали, но ходить в церковь я не любила. Настолько, что даже однажды соврала, почему так быстро вернулась домой. Мол, пришла, главная дверь была закрыта, попыталась открыть, но не смогла. На самом же деле, если бы я хотела, то открыла бы, но я не хотела. Не понимала я там ничего.
Идти я соглашалась только за компанию, если кто-то из друзей шел. С подругами мы обычно присутствовали в начале мероприятия и в конце, а основную часть прогуливали на кладбище. Сидели на лавках, бродили между могилами, внимательно рассматривая фотографии умерших, читая их имена и задавая друг другу разные вопросы. «Интересно, а они нас слышат?» – спросила подруга. «Давай им что-то расскажем, вдруг слышат. Например, эта умерла старой и много лет назад. Давай ей расскажем, как сейчас выглядит село». «Давай», – ответила я, улыбаясь. Представлять было интересно. А вот действительно, она же когда-то жила, разговаривала, слышала, ходила, дышала, смотрела, а потом ее просто закопали и все. А остальное куда делось, начала я. Вот, например, чувства, голос, где это все? Куда исчезло? И почему? Это душа, ответила подруга. Человек без души умирает, холодный становится, уходит в другую жизнь. Куда уходит? В другую жизнь. Не знаю, мама так говорила, а тело под землей черви съедают, только кости остаются. Ладно, пойдем, кажется, скоро закончат. И мы побежали в церковь. Бабушки часто делали нам замечания, потому что сохранять тишину долго мы не могли. Шептались и хихикали. Разговаривать в церкви нам не разрешали, бегать тем более. Нужно было стоять и слушать то, о чем там часами читает нараспев церковный мужчина. Текст мы не понимали, поэтому рассматривали рисунки на стенах, придумывая к ним свои истории, и крестились, когда крестились все. Мы не воспринимали всерьез то, что делали, отвлекались и смешили друг друга. Женщинам это ох как не нравилось, но при этом сами они могли разговаривать о ком-то так, что мы не только замечали, кто говорил, но и понимали о ком. «Глянь на ту худенькую бабульку», — шепнула подруга. «Какую?» — спросила я. «Ну, вон та, высокая, среди поющих. Поняла?» — пыталась объяснить подруга. «А, да», — ответила я, остановив взгляд на бабули. «И слышишь, кто-то петь не умеет?» «Слышу. Это она, что ли?» — спросила я. «Не знаю», — ответила подруга, — «но представь, что она». «Хи-хи-хи, представила», — ответила я, пытаясь сдерживать смех. «Девочки, это уже конец», — обратилась к нам какая-то женщина. «Сейчас будем иконам кланяться, целовать их, целовать руку батюшки и крест в его руке. А потом идите домой или свечи ставить. Так в церкви делают», — ответила женщина. «А зачем?» — пытались мы понять. «Такие правила». «Я не знаю, что и как», — сказала я. «А куда идти сначала?» «Просто повторяй за нами», — ответила женщина. «Я уже не раз видела, как они делают это», — обратилась я к подруге, «но ни понять, ни запомнить не могу. А целовать вообще не люблю. У него волосы на пальцах видела? Вот не хочется мне. Плюс представь, до тебя 10 бабушек это все целовали, а потом ты. Это как будто бы ты за один раз поцеловала всех тех бабушек». «Да, фу», — ответила подруга, — «я тоже не люблю». Но, несмотря на нежелание, мы все равно сделали то, что и другие, ведь ради этого нас и отправили в церковь. Именно в этом винницком селе я также узнала, что есть те, кто называют себя христианами, и те, которые называют себя католиками. Долго не могла понять разницу между ними. Единственное, о чем я знала, что их хоронят на разных кладбищах. А еще бабушка говорила, что они отмечают день рождения Иисуса в разные дни. Причем некоторым людям было все равно, и они веселились дважды. Почему веселились? Потому что без алкоголя не обходилось, как минимум вина. Вино, кстати, наливали даже в церквях, говоря, что это кровь Иисуса, и давали кушать кусочек пресного хлеба, говоря, что это его плоть. У меня было богатое воображение, и представлять, что ты употребляешь кровь и плоть человека, к которому тебе прививали любовь, мягко говоря, было неприятно. Сначала я задавала много вопросов, а затем предпочитала абстрагироваться и просто делать то, о чем просят, не вникая. Я не могла тогда это сформулировать, но внутренне сопротивлялась необходимости верить, не понимая. В этом же селе у меня были друзья и христиане, и католики. У католиков была традиция собираться раз в неделю в доме одной семьи. Туда приезжал наряженный человек из костела или его помощники и проводили либо собрания для взрослых, либо занятия для детей, что, как мне кажется, было намного чаще. Кстати, католики в своих храмах или после воскресных собраний на дому тоже давали что-то кушать определенным людям. Не знаю, по каким критериям выбирали, но мне попробовать так и не удалось. Это была влажная, очень тонкая, круглая пластинка белого цвета, возможно, тоже хлеб, которую, скрестив руки на груди, смиренно подходили получить взрослые и некоторые дети. Из специальной чаши ее доставал их главарь и клал сразу людям в рот. Руками никто не трогал. Помню, меня очень смешило, что нужно хоть и на несколько секунд, но при всех открыть рот, чтобы тебе положили какой-то диск, при этом изображая очень послушного человека.
Но мы-то в селе знали, кто на что гораст вне этого собрания. Следующий раздел «Дорогая бабушак». Информации католики давали нам много. Я старательно учила, пересказывала и забывала. Мне было о чем думать и без них. Например, про событие под названием Пасха. Говорили, что в этот день воскрес Иисус, и поэтому нужно идти в церковь с разноцветными куриными яйцами и специальным сладким хлебом с изюмом. На это там брызгали водой, после чего люди возвращались домой, чтобы все съесть и запить кто чем. Как все эти действия связаны с Иисусом, было непонятно, но дома это делали и делают много лет подряд. Помню, спрашивала у бабушки, почему. Она говорила, что ее предки так делали, поэтому и мы продолжаем. То есть внушительные объяснения для меня отсутствовали. Это бабушка Галя, мамина мама. Типичная сельская женщина, жизнь которой прошла на Винничине в труде. Ее школьное образование состояло из нескольких классов, то есть читать она умела, а писала с ошибками. Что говорить? Я сама, когда начала грызть гранит науки, подписывала открытки для бабушки неправильно. «Дорогая бабушак», при этом старательно выводя корявые буквы. Бабушка пережила послевоенный голод. Она знала ценность еде, а также всему, что было приобретено трудом, например, посуде. Она настолько придавала значение всему имеющемуся, что десятками лет могла хранить в шкафах новую одежду, не желая ни одевать, ни отдавать. «Пойди отнеси эти тарелки на кухню», – сказала однажды мама после обеда. Я уже была тогда постарше. Чтобы выполнить задание, нужно было обуться, спуститься из дома по 2 ступенькам веранды, пройти через двор и войти в летнюю кухню. «Хорошо», – легко согласилась я и взяла стопку грязных тарелок. «Много не бери», – сказала мне бабушка, – «а то еще разобьешь». «Нормально, это немного», – ответила я. «Я аккуратно». Я обулась, вышла из веранды, ступила на 1 ступень и остановилась. Точнее, меня остановил звон разбившейся тарелки. «Ну все», – подумала я, – «сейчас начнется». Я очень не любила, когда кто-то повышал голос особенно на меня и особенно из-за чего-то не столь значительного. «Мы же тебе говорили, не бери много, а ты, вот уже». Поверьте, из тех слов, интонаций, мимики и жестов было намного больше понятно, чем вы прочли. Я обиделась. Я же не специально это сделала. Не помню, что там случилось, но, вероятно, какое-то препятствие, что одна выскользнула. Тем более в шкафах пылились стопки тарелок, которые мы не использовали и, возможно, даже никогда. Что же, мне казалось, что одна разбитая – это же в жизни пустяк. Но бабушка, которая их приобрела, думала по-другому. Бабушка много работала. Она первой вставала утром, а вечером первой ложилась отдыхать. Свой дом бабушка с дедом построили сами и всю совместную жизнь провели именно здесь. На их большом огороде всегда был порядок, который мы вместе поддерживали. «Ого, бабушка, зачем столько картошки сажать?» – спрашивала я каждый год у бабушки. «Мы же столько не съедим, а работать сколько?» «Глазам страшно, а руки сделают», – отвечала бабушка. «Сделать-то сделать, но зачем, если это больше, чем нам нужно?» Бабушка знала, что для существования нужна еда, а когда зима придет, тем более важны продукты, и лучше, если их будет побольше. О том, что кто-то может не дожить до зимы, и речи не могло быть. Таких мыслей боялись, об этом не говорили и надеялись, что все будут живы-здоровы. Что ж, каждый год было одно и то же. Бабушка почти все свое время отдавала хозяйству и огороду, предпочитая иметь про запас, особенно картошку, а мне с картошкой иметь дело вообще не хотелось. Я смотрела на все это и точно не хотела такого – жить и работать, чтобы есть. У меня в планах было добиться финансовой независимости и переехать в большой город, где, как мне казалось, другая жизнь. Есть все, что нужно для счастья, и где тратят время на более важные вещи в жизни, чем огород. Несмотря на кучу работы, приезжать к бабушке было всегда приятно. Она нас ждала. Она готовила домашний плавленый сыр, пирожки с яблоками, а в погребе всегда можно было найти баночку любимого варенья, сока или огурцов. «Представь, бабушки же когда-то не станет», — сказал мне однажды брат. «Я думала об этом», — ответила ему, — «но даже представить не могу, как это ее когда-то не будет. Я к ней так привыкла. Не вижу бабушкин дом, но без бабушки». «Я тоже», — подтвердил брат. «Мне кажется, что если ее не будет, то не будет и смысла сюда приезжать. Я буду очень плакать. Ой, не хочу об этом думать». Дальше раздел называется «Женский монастырь». У бабушки было 2 сестры и 1 брат. Сестры жили в Винницкой области, а брат уехал в Кировоградскую. Его семья навещала нас редко, но, как говорят, метко, то есть приезжали неожиданно и в большом количестве. Эта семья отличалась от нас кардинально. Они христиане, но бабушкин брат отвечал за какой-то женский монастырь. Он там был главным. Остальные члены его семьи помогали. В том числе 2 дочери, 3 внучки и внук, с которыми я была хорошо знакома.
Среди христиан они считались знающими. Почему? Потому что люди не могли понять того, что, по их мнению, понимали мои родственники. Что ж, оставалось слушать, имитируя умный вид. Зачем? Не знаю, но я тоже так делала. Помню, перед едой кто-то один из них молился. Остальные, в том числе и я, молча стояли вокруг стола. Часть слов я понимала, которые ближе к русскому языку. Остальную игнорировала, ожидая окончания, чтобы приступить к еде. Я искренне пыталась разобраться, но не получилось. Я была почти уверена, что проблема во мне. Несколько раз я ездила к этим родственникам в гости, ходила в монастырь, рассматривала иконы, которые все целовали, которым кланялись и на которых оставляли свои золотые украшения, в надежде, как люди думали, что обращение к этой картинке даст какой-то результат. Но ничего, в моем сердце эти действия не откликались. Сразу же хочу добавить, что, работая журналистом, я увидела одно из мест, где делают эти изображения и предметы. Это колонии для заключенных, то есть для людей, которых изъяли из общества за кражи, разбои, грабежи, убийства. В местах отбывания наказания со временем в них просыпаются творческие личности. Они начинают писать стихи, изучать психологию, осваивают работу с металлом, деревом, а также занимаются изобразительным искусством. Многие из их работ продаются в магазинах-музеях недалеко от колоний. Некоторые сразу, а некоторые позже попадают в разные церкви. А потом люди целуют это, просят у этих предметов о помощи. Получается, кто-то приходит в церковь попросить у картинки, как он думает, защиты. От кого? От того, кто ее сделал. Я не была глубоко религиозным человеком, но также не была агрессивно настроена против религии. Я верила, что есть Создатель, но информация вокруг была полна противоречий. Из-за этого я лишь наблюдала и повторяла все на автомате. И этот автоматизм, который я переняла в семье, в чем-то меня устраивал и облегчал участие в разных ритуалах. Физически я повторяла то, что требовалось, а мысленно могла быть далеко, и никто об этом не знал. Ведь внешне мы вели себя одинаково. Где-то глубоко в душе мне хотелось разобраться с религиозными вопросами, найти для себя ясность, но это никогда не было моей жизненной целью. Скорее, тайным желанием. Наверное, поэтому я ничего не предпринимала. Бабушкин брат, который во главе женского монастыря, или из-за моих визитов, или просто потому, что я внучка его сестры, несколько раз предлагал присоединиться к ним. Однажды вместе с родственниками он повез нас на экскурсию поселком, где и находился этот монастырь. Ему тогда было за 80, у него была седая борода, длиной приблизительно в 2 кулака, и он всегда носил черную рясу. «Вот этот дом мы купили на пожертвование прихожан», – показал дед на обычный сельский дом. «Здесь живут девушки, которые у нас работают, здесь также есть хозяйство, куры, коровы». «А кто за этим всем ухаживает?» – прервала я от интереса дедушку. «Они и ухаживают», – ответил он. «Так это же сколько тяжелой работы! Накормить, убрать после всего скота!» «Вон там во дворе мы колодец выкопали», – продолжал дед. «А кто им воду приносит?» «Сами и приносят, они очень организованные, все делают по очереди». Дальше мы поехали за пределы этого населенного пункта. В поле виднелись двухэтажные дома. Возле одного из них мы остановились. «Этот дом тоже наш», – сказал дед, выйдя из машины. «Мы тут еще ремонт делаем. Нравится?» «Да, нормальный», – ответила я. «Вот, переезжай к нам в монастырь, я тебе его отдам и будешь жить. Хочешь?» Замялась я от неожиданности. «Что я буду здесь делать?» «Я тут долго не смогу», – сказала я, представив, что мне пришлось отказаться от журналистики, я тогда уже училась в университете, путешествий, приключений, а взамен приехать в этот дом, ходить в монастырь, зажигать свечи, целовать кресты, иконы и выстаивать часами ритуалы, пытаясь вникнуть в смысл. Эти картинки возникли в моей голове за несколько секунд, как и решительное «нет, конечно». Но я пыталась отвечать мягко. «У меня свои планы, дедушка. Университет нужно закончить». «Ну, ты подумай», – улыбнулся дед. «Который там час? Поехали обедать». Мы отправились в монастырь. В домике на территории нас уже ждала еда, которую приготовили монастырские девушки. Домик был разделен на несколько функциональных частей. Большую рабочую кухню, в которой все готовилось, и на жилое помещение в 2 этажа. На втором было 2 комнаты, в каждой по несколько кроватей, как в общежитии. На первом – ванная, туалет, спальня и комната для гостей с длинным столом, куда нас и позвали. Девушки и женщины накрывали на стол. Пира не было, все скромно, мне понравился холодец из рыбы. Было как-то неловко, когда девушки приносили нам еду, и я решила пойти помочь. За мной последовала и одна из родственниц, внучка деда. Мы с ней примерно одного возраста. Она в монастыре не жила, но частенько там бывала. «Ну как, нравится тебе здесь?» – спросила она.
«Я раньше не была в таких местах. Интересно посмотреть, люди доброжелательные», — ответила я. «Да, девушки здесь спокойные», — добавила она. «Слушай», — обратилась я к ней, — «а почему они на это пошли? Это сознательный выбор или они остались без жилья и родственников?» «У каждого своя история. Некоторые после смерти родственников приходят и остаются, некоторые просто решили присоединиться. Я понимала, что сюда их привел какой-то жизненный перелом. Мне было интересно узнать, какой именно. Почему они выбрали именно это место, как теперь живут, что чувствуют, о чем мечтают. Но это был исключительно журналистский интерес, не более. Себя в монастыре я не видела. Возможно, ради какого-то общественного дела, книгу написать или снять фильм. То есть ненадолго, с конкретной целью и твердой уверенностью, что уйду. На миг, представив себя среди них, в памяти всплыли огороды, вода для скота, службы, отпечатки губ на застекленных иконах, горящие свечи. Нет, я такого не хотела. У меня в планах другая жизнь. Микрофон, камера и путешествия по миру. Мы сидели в небольшой комнате, такая себе мини-кухня, где можно было что-то приготовить, разогреть, помыть посуду. Именно сюда, перед тем, как подавать гостям, приносили еду, а после и грязные тарелки. Мы взяли несколько тарелок с чем-то съедобным и отнесли в гостиную, где наши родственники продолжали обедать. «Давайте-ка еще понемножку красного вина», – решили за столом. В распивании вина христиане не видят ничего плохого, они считают, что это разрешено. Пьют якобы по чуть-чуть, но это чуть-чуть у каждого было разным. «Юля», — обратились ко мне, — «ты же на гитаре играть умеешь. Помнишь, как ты нам батарейку пела?» Замялась я. «Это когда вы к нам в гости приезжали?» «Да», — ответили мне. «Сыграй нам что-нибудь, пожалуйста». «Да я, плохо играю, давно не играла. Песен хороших не знаю», — пыталась я увильнуть от просьбы. «Батарейку можешь, нормально», — настаивали молодые родственники. У меня ногти», — показала я им, обрадовавшись. «А с ногтями я не смогу аккорды зажимать». «Это она стесняется», — начали за столом. Я и вправду стеснялась. Плюс было как-то не по себе играть в комнате, в которой хоть и немного были иконы и кресты. «Я пойду на кухню», — шепнула я родственнице. «Пойдем», — поддержала она. На кухне мы обнаружили сладости, сделали себе чай и остались разговаривать на нейтральные темы. Я чувствовала удовольствие. Мне понравилось, что мы ушли. Следующий раздел называется «Журналистика». Возвращаясь к последнему переезду на Винничину, когда мама осталась работать фельдшером, а я ходила и в церковь, и в костел, можно только добавить, что мы провели в этом селе лет 5. Когда я закончила 5 класс, мы снова вернулись к папе на юг Украины. Там я пошла в 6 класс, а брат в садик. В школе я познакомилась с девочкой, которая на много лет стала для меня лучшей подругой. Разница в возрасте у нас всего 3 дня, а по характеру мы совсем противоположны. Я больше наивная, любящая мечтать, а также творческую работу. Подруга – человек конкретный, принципиальный, преуспевающий в точных науках. К примеру, если мне, чтобы раз и навсегда запомнить, что такое биссектриса, нужно было услышать «биссектриса – это такая крыса, которая бегает по углам и делит их пополам», то подруге было достаточно, что это прямая, делящая угол пополам. Мы прожили на юге 4 года, затем снова вернулись на Винничину. Я заканчивала школу, нужно было определиться со специальностью. Отец склонял меня к политехническому вузу, но мои глаза горели в университете культуры и искусств. По правде говоря, на тот момент денег на учебу и проживание в столице у нас не было. Родители не признавались, но я об этом знала. Страх, что однажды из-за финансов придется вынужденно оставить столичный университет, победил меня, и получение высшего образования в Киеве я рассматривать перестала. Но выбор нужно было сделать все равно. «Юля, кем ты хочешь быть?» – спросила меня мама. «Не знаю, честно, мам», – ответила я. «Уже пора определяться». «Знаю, но что же выбрать?» – ответила я с грустью. «Может, у знакомых узнать, кто где учился?» – спросила мама. «Можно», – ответила я. «Вот Оля, которая работает учительницей начальных классов», – продолжила мама, – «закончила педагогический университет в Виннице. Может, ты учителем хочешь быть?» «О, нет, я не смогу с детьми, у меня терпения не хватит. Давай пойдем спросим у нее, пообщаемся просто, узнаем, что и как, может, она посоветует что-то, может, там и другие специальности есть». И мы пошли к Оле. В разговоре пролетала учитель физкультуры, географии, биологии, математики, филология и журналистика, психология. «Журналистика», – подумала я, – «то, что нужно, интервью, путешествия». «Когда мы учились», – сказала Оля, – «тот, кто закончил факультет филологии и журналистики, получал диплом педагога и журналиста, то есть мог работать по 2 специальностям». «Педагог», – понравилось маме. «Журналист», – решила я для себя. В итоге я и поступила на этот факультет. С тех пор, как Оля закончила свою учебу, в университете произошли некоторые изменения.
К примеру, название моего факультета осталось прежним, а вот система нет. Выбирая специальность журналистика, студент в итоге не мог работать преподавателем в школе, потому что его к такому не готовили. Но дома у меня об этом не знали несколько лет. А когда узнали, то не уставали повторять. Гангадзе убили, до сих пор найти не могут. Или «никому не нужна твоя специальность, ты не сможешь найти работу». Меня это не напугало. Следующий раздел называется «Кавказ». Когда я училась на первом курсе университета, родители расстались. А через несколько лет, спасаясь от тоски, отец уехал к родственникам на Кавказ. Мобильный интернет тогда был доступен еще не всем. Что ж, мы общались, созваниваясь. Я жила под влиянием родственников, которые это не одобряли. Плюс была вовлечена в студенческую жизнь и часто не замечала, как быстро летит время, и не придавала должного внимания поддержке родственных связей. Благодаря выбранной специальности мы посещали редакции центральных каналов Украины, воинские части вооруженных сил Украины, ездили с пожарниками на детонацию боевых снарядов времен Второй мировой войны, снимали репортажи и писали статьи. Мне нравилась журналистика. Вместо того, чтобы поддерживать связь с отцом, я мечтала, что в будущем добьюсь успехов, и он, который скептически относился к выбору этой профессии, когда-то посмотрит на меня по-другому и будет доволен. Однажды я увидела пропущенный звонок от папиной мамы. «Папа звонил», – подумала я и обрадовалась, потому что всегда была рада увидеть или услышать его. Затем пришла СМС. «Юля, ваш отец умер сегодня утром. Завтра будем хоронить. Бабушка». В груди у меня как будто бы что-то оборвалось и со скоростью обвалилось в пяты. Как будто бы драгоценная ваза упала и разбилась вдребезги, только внутри меня. Сердце начало биться быстрее. «Нет, этого не может быть», – подумала я, а слезы градом покатились по лицу. Я набрала папу, нет ответа. Позвонила еще раз и еще раз. Вызовы шли, но папа не отвечал. «Нет, не может этого быть, пожалуйста, пожалуйста». Я позвонила бабушке, трубку взяла тетя. «Юля, ваш отец сегодня утром умер». «Но почему?» – плакала я. «В последнее время он болел», – тяжело было объяснять тете, «а сегодня утром вышел во двор и упал». Сердце остановилось внезапно. В голове вертелось: в последнее время он болел. Это же когда мы с ним созванивались, если он болел, а я даже не знала. «Тетя», – плакала я и не могла ничего сказать. «Завтра будут похороны. Это очень далеко, я не успею приехать», – плакала я. «Маме и брату тоже передай», – сказала она. «Извини, будем на связи». «До свидания». Это был холодный март, но мне хотелось вырваться на улицу в чем есть и бежать, пока не увижу папу. Мне не хотелось верить в то, что его больше нет. Как это? Я же с ним жила. Я знаю этого человека очень хорошо. Когда я родилась, он уже был, а теперь они мне говорят, что его нет? Нет, у нас еще много нерешенных вопросов. Мы с ним не поговорили. Как это он может уйти без предупреждения? Может, это просто шутка, чтобы проучить меня, вертелось у меня в голове. Он еще тот шутник. Котлеты папа жарил, яйца по-египетски. Может, он меня хотел проверить, чтобы я примчалась, а он мне такой вот сюрприз устроил и стоит, улыбается от того, что я рыдаю. Может, родственники подыграли, но как-то шутить насчет смерти. А может, все-таки? Я предупредила в университете об отсутствии, купила билеты и вскоре уехала на Кавказ. Дорогу я не знала, но постепенно с помощью подсказок сориентировалась. Я поехала одна. Мне не было страшно, у меня была цель. Меня встретили горы. Громадные, с заснеженными вершинами. По дороге, извивающейся словно змея, автобус двигался довольно быстро, замедляясь только на поворотах. Я смотрела в окно, не отрывая глаз от новых для меня пейзажей. Мы проезжали над горными реками, ехали вдоль самих гор, камни которых от трассы отделяли железные сети. «Как же здесь красиво», – думала я. «Папа когда-то говорил, что мне понравится. Мне очень нравится. И почему я раньше сюда не приезжала?» В горном поселке возле бабушкиного дома меня встретила тетя. Без лишних слов, лишь поздоровавшись, мы крепко обнялись. Мы не виделись более 15 лет. Бабушку я не узнала, но поняла, что это она. Папа навстречу не вышел. Я все еще надеялась, что он в доме, но там его тоже не было. Это не шутка. Он умер. Внезапная смерть отца как будто бы подняла меня сонную с кровати,
опрокинула на пол, затем хорошенько встряхнула и поставила на ноги. Я понимала, что сделала много ошибок, что можно же было минимум быть на связи. Я же не чужой человек, я же дочь. Мне кажется, впервые серьезно о жизни и смерти я задумалась, когда умер отец. И мне кажется, я как будто бы повзрослела. Я поняла, что эта жизнь – это не только жизнь, но и смерть, которая непредсказуема и которая ожидает каждого. «Он очень вас любил», – рассказывала мне тетя. Я не понимала, почему, но она была очень сильной. Тетя держалась так, что посторонний человек никогда бы не понял, что она потеряла родного брата, встречи с которым тоже всегда ждала. Я про себя думала, как она может так держаться? Она такая сильная, не плачет, не обвиняет никого. Она просила обращаться к ней на «ты» и не называть ее тетей. Разница в возрасте у нас 20 лет, но я этого не чувствовала, и потому выполнить ее просьбу было легко. Она приняла ислам много лет назад по причине замужества. Точнее, муж-мусульманин стал причиной того, что она получила ответы на свои вопросы. Платок одела не сразу, но затем приняла твердое решение носить. Мне нравилось, как она одевается, но почему, я тогда об этом не думала. Просто было приятно находиться рядом. С ней я впервые смогла рассмотреть, как одевается мусульманка. Дома она платок снимала, и я чувствовала открытость. Вне дома голова ее была покрыта. Платок не делал ее скованнее и не причинял неудобств. Она не стеснялась и вообще об этом не думала. Казалось, будто бы это часть ее самой. И главное, он ее украшал. В свои 42 она выглядела на 32 и точно не тетей, а моей сестрой. Меня удивляло, как в платке можно выглядеть так красиво и так уверенно. Вспоминая себя в церкви, я помню, насколько не любила и стеснялась платков. Я чувствовала себя бабушкой среди бабушек, когда его одевала и спешила снять как можно быстрее. Диана же свой платок носила с любовью, еще и так, что вызывала эту любовь и у меня. Эта особенность в мусульманках меня восхищала. Кроме платка она могла носить платья, брюки свободного кроя с туниками и юбки с кардиганами. Я часто ее фотографировала, мне нравилось, как она выглядела. И хотя я одевалась совершенно противоположно, блузки с короткими рукавами и глубоким декольте, короткие юбки или шорты, я никогда не чувствовала, что она меня презирает или смотрит свысока. Напротив, я чувствовала, что меня, как человека, оценивали не по одежде. Мне было неудобно и где-то стыдно появляться в таком при ней, но я думала, мы просто очень разные. Общаясь, я пыталась все время возвращаться к теме обо мне и отце, об ошибках, которые я допустила, которые осознаю и которые уже не исправить. Мои разговоры постоянно склонялись к сожалению, но она никого не винила и не давала оправдываться. Она спокойно говорила о смерти и сказала то, что почему-то мне запомнилось больше всего. У каждого своя судьба. Смерть неизбежна, а пока жизнь продолжается. Главное ее не прожечь. Я вроде бы все и так понимала. И в то же время что-то показалось мне новым. Эти слова «не прожечь» засели в сердце надолго. Что она имела в виду? И как оценивать свою жизнь, чтобы понять, не ты ли именно тот, кто тратит ее зря, думая, что все нормально? Мы долго с ней разговаривали и прерывали беседу только когда ей нужно было выполнить намаз. Я в комнату не входила, думала, что нельзя. Мне было интересно, что же она там делала, но, наверное, не настолько, потому что я не спрашивала ни об этом конкретно, ни об исламе в целом. Я провела в горах около 10 дней, посетила могилу отца. У меня не было ощущения, что наши тела разделяет куча земли. Я помнила его живым, знала, что он на Кавказе. Мертвым я его не видела, что же, мне казалось, мы просто разминулись. Мне хотелось, чтобы так было. Вспоминая слова отца о Кока-Коле, которая бьет из-под земли, я взяла баклажку и отправилась в местный санаторий набрать воды. Я тогда уже знала, что это нарзан. Просто хотелось возобновить воспоминания о детстве. Я вошла в холл санатория, напилась воды и набрала с собой. Я жила с бабушкой, спала в комнате отца. Он очень любил читать и бережно относился к книгам. У него даже была небольшая библиотека, в которой в основном литература по стоматологии и русская классика. В шкафу пылились его обувь и одежда. Осталось все. Книги, гитара, стоматологическая машинка, чашка. Все. Все, чем пользовался. Человека нету, а вещи остались. Я не знаю, что было смыслом его жизни, но она закончилась. Неожиданно, в молодости. И точно так, как он даже не предполагал. Я размышляла о жизни, о том, как внезапно происходит то, чего мы не ждем, а также о том, что происходит не только запланированное, но и то, о чем даже думать боишься.
Я думала о том, как нелепые и глупые бывают принципы, как мы часто усложняем жизнь и отношения, сколько ошибок делаем и сколько из них вовремя не исправляем. О времени думала. Я начала осознавать, что его у нас меньше, чем мы думаем, и что наступит день, когда и я окажусь глубоко под холодной землей. В голове не укладывалось, что на этом все закончится. Оставалось чувство, что что-то еще будет, но об этом думать я не стала. «Смотри», — сказала однажды тетя, включая телевизор. «Это история русской девушки, которая приняла ислам. Она рассказывает, почему и как. Она была известной, работала на ТВ». Я из уважения к тете пыталась смотреть, периодически отвлекаясь на ее детей, а потом и вовсе потеряла интерес и внимание. Мне было непонятно. Тетя заметила и переключила, а я об этом моменте вспомнила только лет через 5, когда приняла ислам. Папин брат, двойняшка, жил в другом городе. Мы с ним не увиделись. Да, у меня и номера его-то не было. Я не поддерживала с ним связь, но после смерти отца мне захотелось. Я вернулась в Винницу, нужно было писать курсовую работу, мне больше не хотелось веселиться, как раньше, посещать вечеринки, танцевать, я перестала играть на гитаре. При этом я не была унылой, и многие друзья долго не знали о том, что у меня случилось. Но лично мне было понятно, я изменилась. Я задумалась. Я начала больше общаться с кавказскими бабушкой и тетей, все время думала о папином брате, но выйти на связь не решалась. Тем временем заболел мамин отец, мой дедушка Иван. Он все больше времени проводил в постели, кушать практически не мог, чувствовал холод и боль. Он исхудал, и его было легко переворачивать с боку на бок, чтобы не было пролежней. Однажды вечером ему сделали все процедуры по плану, и он, как и всегда, уснул. И больше не проснулся. «Юля, дедушка умер», – позвонила мне мама. Я отправилась в село. Смерть такая разная. Папа, а через месяц и дедушка. Уходят люди куда-то, думала я. Как же бабушка теперь будет? Они ведь с дедом прожили вместе больше 50 лет. Подумать только. Я даже половины не прожила из того, что они прожили вместе. Ей будет очень нелегко. Дедушку похоронили, бабушка изменилась. Она хоть и старалась скрывать глубину своей печали, но мне было все понятно. У них были разные ситуации, и я не слышала, чтобы они просили друг у друга прощения. А если этого не делать, то я знаю, что с уходом человека уходят и обиды, но чувство вины остается. Следующий раздел называется «Мусульмане на поминках». Через 2 месяца я закончила 4-й курс университета. Я думала о папином брате, но звонить не решалась. Летом поеду на Кавказ и обязательно с ним встречусь. Встреча же лучше, чем звонок, думала я. Через год он умер. Неожиданно. У себя в квартире от воспаления легких. Это было потрясением для всех. Мы с братом поехали на Кавказ. Дядю похоронили рядом с папой. Бабушка, его мама, заказала обед в кафе. Люди, которые пришли, были мусульманами. Они знали бабушкину семью. Кто-то жил по соседству, кто-то был другом. Что ж, они пришли покушать, тем самым поддержать эту женщину, которая за 2 года потеряла 2 сына. Меня удивило то, что на столах не было алкоголя. Вода и компот. Большинство из присутствующих были мужчины. Они спокойно разговаривали, ели, затем пили компот с печеньем, и никто даже не намекнул на то, что нет алкоголя. Мне казалось, это заметила только я, поскольку для них это было естественным. У меня возникло уважение. Вспоминая те обеды, которые организовывали христиане, ни разу я не видела подобного. А видела, как пьют вино и водку, и под конец обеда с красными щеками расходятся по домам. И соседи, и родственники, и люди с церкви. Кладбище, где похоронили дядю и отца, находилось по одну сторону горной реки, а бабушкина улица по другую. Чтобы туда добраться, нужно было ехать машиной около получаса или идти пешком около часа-полтора. Перед отъездом мы решили с братом сходить на кладбище. Я видела над рекой в одном месте, начала я ему рассказывать. Есть железная конструкция, похожая на мост. Но это не пешеходный мост. Это для трубы, возможно, газовой. Но конструкция крепкая, высокая, выше моего роста. Мы сможем спокойно передвигаться внутри. Может, попробуем сократить? На той стороне нужно будет подняться на гору, немного пройтись, а там и кладбище. «Давай попробуем», – ответил брат. Так мы и сделали. Времени затратили больше, но это того стоило. Мы увидели красоту быстрой реки, гор, долин, где люди выпасали скот, и увидели небольшое здание из оранжевого кирпича с синими куполами, а на них полумесяцы. Впервые в жизни я смотрела на мечеть. «Как красиво! Интересно, как там внутри?» – подумала я. «Нам, наверное, туда нельзя».